Юсуф. Сейчас он может свободно выйти и прогуляться по улице, выпить кофе или зайти в магазин и даже не оглядываться. Но еще несколько лет назад такой поход мог бы быть попросту опасным для его жизни. Ведь он альбинос, а значит, самый настоящий ингредиент для лекарства. Добро пожаловать на Занзибар. Это «Жизнь других». Занзибар – это лазурный океан, непроходимые джунгли и колоритные местные жители. А еще это родина Фредди Меркьюри. В общем, прекрасные слова для рекламного буклета. Но меня интересует местная жизнь. А жизнь, как известно, это совсем не реклама. Давайте же сегодня все о ней и узнаем. Занзибаром называются несколько островов, которые являются частью африканской страны Танзания. А начать выпуск о жизни на этих островах мне хочется двумя знакомыми для вас словами. Акуна матата. Помните? Слышали? Так вот, оказывается, это не просто мультипликационная выдумка, а вполне реальное выражение, которое на местном языке означает «нет проблем». И как опять же кричат все туристические буклеты, это для местных чуть ли не жизненное кредо. Но мне уже очень интересно, что это за жизнь такая, где совершенно нет проблем. Давайте же на нее и посмотрим. Начнем с того, что если бы я родилась на Занзибаре, то наверняка жила бы в огромной семье, как в Ванале. Ведь здесь почти все семьи такие. У меня был бы 10 братьев и сестер, но при этом мы бы экономили абсолютно на всем. А кого-то из моих братьев или сестер, возможно, даже отдали бы другой семье побогаче. А еще здесь я могла бы жить как Саид. Это значит, я имела бы хоть и не самую прибыльную, но самую востребованную профессию на Занзибаре – профессию школьного учителя. Ну и, конечно, тут можно родиться альбиносом, как Юсуф. Однако быть альбиносом в Танзании – это не обязательно быть белой вороной. Ведь именно здесь таких людей рождается больше всего на свете. И хоть Занзибар регион совсем не богатый, в какой бы семье ни родился местный житель, если он появился на свет в больнице, за это придется платить. Сами роды в государственной клинике являются бесплатными, но все медикаменты, инструменты и другие необходимые принадлежности роженица должна покупать сама. Обычно это от 30 тысяч шиллингов. Для многих местных это деньги немалые. У меня 10 детей, но в больнице я рожала лишь дважды, так как за время беременности удавалось скопить нужную сумму. 6 я рожала дома с повитухой из нашей деревни, а 2 вообще сама. В больницу обычно едут рожать или первенца, или когда роженице уже лет 40-45, так как могут быть осложнения. Но даже если женщина рожала в клинике, то выписать ее могут уже через несколько часов. И если же было кесарево, то она останется на 2-3 дня в общей палате. Палаты у нас разные, но отдельных нет вообще. В одной комнате могут быть от 4 женщин, а в самой большой одновременно лежит 50 рожениц. После выписки большинство женщин нянчат своих малышей дома, ведь государственных садов здесь практически нет. А в частные надо записываться как минимум за год. Зато если ваш малыш таки попал в садик, скучно ему там точно не будет.
сад. Дверей в классах нет, окон нет. Что еще надо детям, господи, вас умоляю? В детский сад местные родители приводят своих чад аж к 6 утра, а оставляют только до обеда, так как в 12 часов дня их уже надо забирать обратно. В месяц наш детский сад стоит 15 тысяч шиллингов. А если ребенок будет у нас еще и питаться, тогда 20. Кроме того, отдельно надо покупать форму. Посмотрите, какая шикарная форма. Рубашечка, галстук у мальчика, шортики, понимаешь? И тут то же самое платьице такое красивое. Вам не жарко, дети, а? И форма эта стоит 26 тысяч шиллингов. Вот такая и вот такая. Забавно еще то, что в перерывах между обычными дошкольными уроками, которые всем нам знакомы, детям устраивают дискотеку. Включают рэп и отрываются вовсю. I'm just living my life, all eyes on me. I got a pocket full of cash, still ride like a G. 180 on the dash, and tonight we gon' see. Yeah, I'm living kinda fast, but that's how it's gotta be. I'm just living my life. Веселуха, я так скажу, тут в садике, да? 180 on the dash, and tonight we gon' see. Yeah, I'm living kinda fast, but that's how it's gotta be. I'm just living my life, my life, my life. А еще, если вы заметили, то у всех девочек здесь обязательно должна быть покрыта голова. Дело в том, что основная религия на Занзибаре – это ислам. Но при этом местные не стесняются верить и в целый пантеон разных духов, а также лечиться у местных шаманов. Традиционная больница – это шарашкины конторы по выкачиванию денег. Обычные врачи редко могут реально помочь. Они дают таблетку, которая уберет боль на время. Но реальные проблемы они никогда не увидят. Поход к шаману или знахарю здесь дело очень популярное. Один такой лекарь за день принимает по 4-5 человек и может брать до $50 за прием, что для местных огромные деньги. Но, с другой стороны, за эту плату человек получает самый настоящий концерт. Посмотрели процедуру исцеления человека, который страдает от мигрений. Не знаю, как у пациента, но у меня лично голова от этого пестрого театра только разболелась. Вы должны понимать, что я не лечу болезнь, я защищаю человека от нее. Этот ритуал – это ритуал защиты от внешних причин, которые вызывают боль. Это могут быть как нехорошие духи, так и нехорошие люди, которые наложили порчу. А если вдруг у человека не хватает денег на ритуал, это не страшно. Я всегда могу выписать что-то попроще, например, зелье или амулет. Словом, все для клиента. Для этих вещей здесь даже существуют целые магазины, куда народ ходит как в аптеку. Но как бы это забавно не выглядело со стороны, с производством амулетов связана очень жуткая история. Дело в том, что многие шаманы считают самыми действенными амулетами те, которые сделаны из частей тела альбиносов. Это африканцы с полностью белой кожей. Причины неизвестны, но так сложилось, что именно в Танзании рождается самое большое количество альбиносов в мире. Но, к сожалению, отношение к ним не самое радужное. Многие шаманы устраивали на альбиносов настоящую охоту и просто воровали их на улицах городов. Что с несчастными людьми происходило дальше, думаю, вы понимаете сами. Но основная опасность для альбиносов в материковой части страны. А конкретно на Занзибаре они чувствуют себя куда более безопасно, поэтому любыми путями пытаются сюда переехать. Я сбежал на Занзибар почти 10 лет назад. Здесь, наконец, могу жить нормальной жизнью и спокойно ходить по улице. Когда-то тебе было страшно? Или твоим друзьям, альбиносам, угрожали вообще жизни? В детстве, когда я жил на материке, приходилось пару раз удирать от подозрительных людей. Было страшно. Альбиносам, которых ловили, отрезали части тела. Или же они вообще исчезали навсегда.
А скажи мне, а когда вот охотились, зачем? То есть что у альбиносов есть такое ценное, лечебное? Они считали, что все. Например, из носа альбиноса можно сделать зелье для лечения носа, из глаза для глаза и так далее. Существует поверье, что если руку альбиноса закопать у себя во дворе, то это принесет много денег. Но лично я такое не практикую. Какой кошмар. А скажи, мне говорили, знаешь, мне же говорили еще, что даже родственники сдавали шаманам своих родственников-альбиносов, и за это им платили деньги. У тебя вот были такие знакомые, или, может быть, кто-то тебе рассказывал, что вот у них такое произошло? Да, к сожалению, это правда. Я знаю такие истории. Детей альбиносов просто продавали колдунам за каких-то $100. Слушай, ну это ужасно. Очень. Слава богу, здесь, на Занзибаре, мы можем жить спокойно. Нас здесь много, и у нас целая община, где мы собираемся, поддерживаем друг друга, да и просто общаемся. Что вы обсуждаете там? Какие вот у вас какие-то насущие общие проблемы есть? Все, начиная от того, о чем мы с тобой говорили, заканчивая кремом для кожи. У нас ведь она очень чувствительная и не выдерживает африканского солнца. Кстати говоря, из-за того же солнца и постоянной жары все здесь начинается очень рано. Как рабочий день, так и занятия в школе. Чтобы узнать поподробнее о школьном расписании, я заявилась к местным старшеклассникам просто во время перемены. А что ты делаешь после уроков? Вот заканчивается школа, куда вы идете? Занимаюсь уборкой дома, стираю вещи на завтра, готовлю ужин, а потом иду в другую школу, исламскую. А домашнее задание вам задают в школе в этой? Да, А его ты когда делаешь? ночью. Ночью? И так все учатся? Да? Вот это да! Я пересмотрю режим своей дочери. Тоже после школы стирать, убирать, готовить. Мне это нравится. Конечно, можно жить в таком режиме, если уроки начинаются в обед. Но это не про занзибарскую школу. А во сколько у вас начинаются уроки? В 7. В 7 утра. А сколько тебе добираться до школы? Час добираться. Я просыпаюсь в 5, завтракаю и иду пешком. Вот это да, но вы... У меня даже слов нету, ребята. Мне, если на машине ехать дольше получаса, я уже начинаю нервничать. Когда у ребят начинается урок, я решила остаться и понаблюдать. Но не заметила ничего необычного, пока они не достали учебники. Раньше дети учились только по книгам. Но книги быстро изнашиваются и стоят дорого. Поэтому мы начали делать ксерокопии. Так гораздо дешевле, и их всем хватает. Государственная школа здесь, само собой, бесплатная. Единственное, что дети покупают сами, это обеды в местной столовой. Ну, если это можно назвать столовой. На большой перемене дети приходят, вот, ну, так сказать, в столовую, не знаю, как это назвать. Тут сидят женщины и продают еду. Вот дети, видишь, приходят, тут картошка в карри обжаренная, видишь? Женщина веселая. Веселые женщины продают веселую картошку с карри. Красота! И, конечно, какая же школьная столовая может обойтись без сладостей? А что у вас такое? Я не забираю. А что у вас такое вот это вот? Что это такое? Замороженный лед. О, я тоже такое люблю. Классно. Он и желтый. Бегом, бегом, бегом. В местной школе можно учиться 10 лет. Я сказала «можно», потому что по закону обязательных только 6. Да и то, если ты вдруг прогулял урок, тебе за это ничего не будет. Впрочем, если бросил школу, то же самое. Большинство детей, которые учатся в государственной школе, из бедных семей. У них порой даже еды не хватает. Поэтому они не приходят в школу или вообще бросают учебу, так как должны зарабатывать себе на еду. Разве можно за это наказывать? Могу сказать, что такая ситуация полностью типичная. Из десятка взрослых людей, с которыми я здесь общалась, старшие классы школы закончили только 2. Я бросил школу в 7 классе, так как мне предложили работу. Я закончила только 3, и мама сказала, что пора зарабатывать. У меня хорошее образование. Я учился до 9 класса. Но, если честно, то особенно те знания не пригодились.
Из школы я ушел после 8 класса. Дядя сказал, что научит меня делать двери, а на этом можно хорошо заработать. На Занзибаре остановилась в отеле Spice Palace. Ведь он находится просто в сердце каменного города, в самой красивой части столицы Занзибара. Здесь 28 уютных номеров, бассейн и тренажерный зал. А на крыше ресторан с великолепной панорамой. Подробности смотрите на сайте spicepalacehotel.com. А если захотите посмотреть остров поближе, берите машину на прокат на сайте sdtravel.ru, ведь там есть круглосуточная поддержка на русском языке. Люди, которые бросают школу, чаще всего идут заниматься каким-то ремеслом. Они становятся строителями, торговцами или ремесленниками. Но некоторые из этих занятий даже считаются профессиями престижными. Например, как у Абу-Бакара, который рассказывал про двери. Красивые деревянные двери с шипами и орнаментом у нас считаются признаком статуса. Если в доме именно такие, значит, в нем живет семья с достатком. Стоить такое удовольствие может от $500 до нескольких тысяч. А такую сумму может позволить себе далеко не каждый. Ведь минимальная зарплата на Занзибаре официально $150 в месяц. Но большинство жителей работают неофициально и получают в разы меньше. Обычные семьи здесь живут откровенно бедно. Но при этом народу в этих семьях огромное количество. В один из таких домов я и пришла. Меня встретил старший сын семейства. Здрасте, это вся твоя семья? Да, это мои братья и сестры. Нас здесь живет 10 детей и мама. 10 детей. Так, ну что, показывай, а где вы живете? Проходи, вон мамина спальня. Дом этой семьи выглядит очень бедно, но зато он очень большой. Местные жители зачастую строят такие всю жизнь. Сначала возводят одну комнату, потом, когда появляются деньги, достраивают еще одну, проходят годы и еще одну, и так далее. В этом доме в одной из самых старых комнат спит мама. Так, мама как принцесса. А вы тут одна спите или еще кто-то с вами спит? Я сплю здесь с младшим сыном. С маленьким, да? Ой, так тебе повезло, хорошо. А ты где спишь? Покажи мне. Как рассказал мне старший сын, он спит в другой комнате вместе с братом. Еще в одной 2 девочки на кровати и 2 мальчика на полу. Ну подожди, это все равно, а еще 3 тогда где? Я считаю все. Мы их отдали в другую семью, когда они были маленькими. Подождите, а вы отдали на усыновление детей своих? Да, можно и так назвать. Да? А почему? Потому что тяжело тогда было. Еды на всех не хватало. Конечно. А как тут проходит усыновление? Вы просто... К вам приходят люди и говорят: ой, нам нравится ваша девочка, можно мы ее возьмем, и вы отдаете ее, или как? В принципе, да. Нет никаких бумажек, подписей и прочего. Я просто хорошо знала тех людей, которые взяли детей. Ничего не понимаю. Получается, здесь можно просто отдать своих детей более состоятельным соседям? Подождите, вот сейчас вот вы меня тоже знаете, и я вот и хочу, ой, какая хорошая девочка, я могу ее забрать с собой? Если сдержишь слово, что у нее все будет хорошо, то да. А потом, когда детей уже усыновляют, вы можете с ними видеться? Конечно, они иногда приходят в гости. Все нормально, это никакое не усыновление, просто ребенка отдают на воспитание. Господи, как детский сад на продленку оставить, то же самое, знаешь. И только кормят там еще их. Прекрасно. В принципе, это неудивительно. Одинокой женщине содержать такое количество детей – это очень сложно. Кроме того, ведь надо платить за коммунальные, а они здесь, кстати, оплачиваются совсем не так, как у нас. Обычно я покупаю электричество на $3. Этого хватает на 2-3 недели. Потом, когда появляются деньги, покупаю еще. То есть, понимаете, да? Электричество здесь продается, как у нас колбаса на развес. Сначала ты платишь определенную сумму, потом тебе выдают соответствующее количество электроэнергии. Так, подождите, а где вы сейчас берете деньги для того, чтобы кормить детей? Вы сейчас, чем-то занимаетесь? Как-то деньги зарабатываете?
Да, я вместе с дочками продаю рыбу на побережье. Сейчас покажу. Ну хорошо, дай я попробую, подожди. Что ж такое? Ой, боже. Сейчас будет такая обидно, если она вдруг упадет. И вы так ходите? Ну как это возможно? В день эта семья может выторговать до 7000 шиллингов, что, конечно, очень мало. Но вот что мне понравилось в этой семье, так это то, что при всей очевидной бедности в них совсем нет никакой обреченности и не слышны жалобы на жизнь. Они остаются позитивными, поэтому, если вы заметили, часто улыбалась и я. Ведь это просто удивительно – уметь радоваться жизни, когда ты не можешь себе позволить достаточно электричества, когда на всю семью у вас один кнопочный телефон, когда ты не всегда завтракаешь, потому что сегодня на еду нет денег, и когда просто не видишь своего отца месяцами. Ну, а вы одна, а муж ваш где? Он работает. Приходит примерно раз в 3-4 месяца. Оставляет мне 10 000 шиллингов и уходит обратно на работу. А у вашего мужа есть еще семья какая-то? Я не знаю. Он говорит, что работает. Но я верю, что я у него единственная. Как я уже говорила, основная религия на Занзибаре – это ислам. Поэтому многоженство здесь в порядке вещей. Но если во многих развитых исламских странах несколько жен – это все равно редкость, то здесь, наоборот, довольно распространенное явление. Наша религия разрешает мне иметь 2 жен. Так почему же мне оставаться с одной? Тем более я себя знаю, я мужчина любвеобильный, и если у меня будет всего одна женщина, то я наверняка буду изменять. А так все честно. Правда, местные женщины не всегда спокойно к этому относятся, однако выбора у них все равно нет. Если муж так захотел, то так оно и будет. Бывают разные случаи, но у меня все прошло хорошо. Моя первая жена даже помогала в подготовке свадьбы со второй женой и подарила ей подарок. Сейчас я живу на 2 семьи. 2 дня в одном доме, 2 в другом. И все мы счастливы. Однако иметь 2 жен – это значит не только быть в окружении двойной красоты, но еще и много работать. Ведь большинство женщин не согласится на то, что муж является раз в 3 месяца или даже раз в 2 дня и приносит $4. Здесь нужна работа, пусть с невысоким, но как минимум со стабильным заработком. И, конечно, здесь есть такая профессия, всегда востребованная и хорошо оплачиваемая. Угадаете, какая? Дам подсказку. Посмотрите на всех местных мужчин и найдите, что их объединяет. Догадались? Нет? Ладно, расскажу. Это прическа. Профессия мужского парикмахера у нас очень популярна. Ведь на улице постоянно жарко, и всем мужчинам хочется стричься максимально коротко. Но женщины, конечно, терпят длинные волосы. Все ради собственной красоты. Зарабатывать хороший мастер стрижки здесь тоже хорошо. Около $200 в месяц. При этом он не платит ни за аренду помещения, ни за большой набор средств для волос. И действительно, а зачем? Ведь стрижку можно сделать в любом удобном для клиента месте. А почему вы тут это делаете возле кладбища? Клиент здесь рядом работает, поэтому я взял табуретку и пришел сюда. А кладбище – это просто был ориентир для встречи. А что ты делаешь? Ты его чешешь или стрижешь? Что ты делаешь? Я не могу понять. А, ты расческу и с бритвой. Ты иди сюда, покажи. Расческа и лезвие, видишь? Вот это да. И просто так чик-чик-чик. Это, так сказать, лайфхак из Занзибара. Как быстро и качественно постричься, правильно, без всяких вот причиндалов. Расческа, лезвие и все. Само собой, никаких дипломов у Самира нет. Но он учился несколько лет у своего отца, который тоже был местным мастером. Учиться в этом деле обязательно, ведь, учитывая инструменты, которыми они работают, рука должна быть точной, как у швейцарского ювелира. Слушай, ну ты так прямо это делаешь филигранно, я тебе хочу сказать. Дай мне попробовать. Так, держу, да. Держу. А человек-то испугался. Не бойся, малыш. И пошла, да? Ага.
О, ребят, так я могу так поменять профессию. Слушай, так хорошая медитация прямо. Ну, как тебе приятно? Нормально? А вот что меня еще позабавило, это тот факт, что этот бродячий цирюльник – это настоящий бизнес. Ведь государство здесь пристально следит за любой коммерческой деятельностью и старается получить свои налоги. Система налогообложения у нас динамическая. Если бизнес молодой, приносит минимальную прибыль, то его владелец может вообще не платить налогов. Если же растет прибыль, то растет и процент. Для среднего бизнеса это 10%. О крупном бизнесе я вам рассказывать не буду, ведь любому африканскому жирафу понятно, крупный бизнес на Занзибаре – это в первую очередь туризм. Но практически весь туризм – это иностранные компании, которые не имеют ничего общего с местной жизнью. Местные же в основном занимаются другими вещами. Когда вы готовите дома, что вы любите добавлять в блюдо? Специи, правильно, черный перец, кардамон, корица, гвоздика, правильно? Так вот, чтобы вы знали, на Занзибаре это все растет. Занзибар – один из самых крупных поставщиков специй в Африке. Мы выращиваем практически все популярные пряности, но все они идут на экспорт. Трудиться здесь приходится и зимой, и летом. То есть и когда жарко, и когда очень жарко. Благодаря климату местные собирают по несколько урожаев в год. Однако продавать свою продукцию они могут только государству по им же установленной цене. А государство уже перепродает пряности на экспорт, естественно, за совсем другие деньги. На все специи у нас на Занзибаре цена одинаковая – $2 за 30 граммов. Но их покупают только туристы. Для местного народа это очень дорого, и он довольствуется специями из Китая, они значительно дешевле. Я обожаю кофе и искренне считаю, что это лучший подарок. За новогодние идеи прям очень люблю Неспрессо. Сейчас у них появилась прекрасная рождественская коллекция кофе с ароматами итальянских десертов и новая кофемашина Неспрессо Vercio Next. То, что нужно для удаленной работы из дома. Это как настоящая кофейня, только дома. Разнообразие блендов натурального кофе для каждого домочадца. По ссылке внизу найдете дополнительную скидку по промокоду плюсом к текущим щедрым предложениям от бренда. Белиссимо. Но местный народ хоть и не богат, хоть и с часто плохим образованием, однако очень смекалистый. И если что-то не может себе позволить, то может вырастить самостоятельно. Я вот знаю, что вы любите заниматься сельским хозяйством. Ну, скажите, огурцы, помидоры, яблоки, ягоды. Ну, любите же выращивать, да? На Занзибаре тоже очень любят заниматься сельским хозяйством. Я хотела посмотреть, что это такое за... Занзибарское сельское хозяйство. Шла-шла и оказалась в океане. Не думайте, что я заблудилась. Нет. На самом деле я сейчас по щиколотку в самом обычном огороде местной хозяйки. Ведь так как у нас народ выращивает картошку, помидоры, здесь на Занзибаре люди выращивают водоросли и водоросли. Двух таких хозяюшек я застала просто во время работы. Как часто вы сюда приходите и срываете урожай? Раз в месяц. Вот, но они такие прямо скользкенькие, такие противненькие, мерзкие, такие. А для чего они, скажите мне их? Мы делаем из них масло или просто едим, как салат. Если вы заметили, весь этот лиман поделен на ровные участки. И каждый принадлежит отдельным хозяевам, но не юридически. Эти участки не считаются земельными, поэтому сюда может прийти любой желающий, выбрать свободное место и сделать себе такой огород абсолютно бесплатно. А скажите мне, как вы сажаете вот эти водоросли, что они у вас так ровно растут? Ждем отлив и сеем обычные семена, как любую грядку. А есть какие-то, вот знаете, когда вот люди садят огород, там всякие жуки могут съесть, а у вас вот что-то может повредить? Нет, никаких паразитов нет. Иногда рыбки подъедают, но очень редко.
Слушайте, какой-то все-таки удобный продукт. Ни тебе паразитов, ни полива, ни ухода, ничего не надо. Просто один раз посеял и через месяц приходи за урожаем. В общем, прибыльное, хорошее дело. Зачем вам выращивать огурцы, помидоры? Вот ты посмотри на нее. Хорошая же женщина была вначале. Я ей завязала целую веревку водорослей. Фух, я устала прямо. Так, ну и что? И сейчас вот, короче, мы завязали вот по одной веревке, и все, и идемте делать масло, да? Я правильно понимаю? Однако до маслообойни мне дойти не удалось. Мое внимание привлекли рыбаки, которые как раз собирались отчаливать. Они любезно рассказали интересную историю о деталях своей профессии. Сейчас отлив, видите, людей мало, лодок мало, но через некоторое время, буквально, придет вода, и тут будет много-много лодок. Рыбаки придут, и тут начнется, правильно, аукцион. Нет, здесь не будут торговать картинами Айвазовского или антиквариатом. С аукциона здесь продается рыба. Рыбный аукцион выглядит вот так. Рыба вешается, то есть рыбаки привозят рыбу, вешают ее вот сюда. Она висит как красивый лот. Зрители, покупатели стоят вот здесь и говорит: я куплю вот эту рыбу за $1. А другой говорит: а я ее куплю за $2. А тут стоит хозяин рыбак и говорит: продана за $1,5. Вот это вот прекрасная форель. И вот так вот это все и заканчивается. Заканчивается очень все быстро, за час уже тут никого не остается. Покупают люди и себе на обед, и в рестораны, куда-то для того, чтобы готовить. И пока с аукциона уходят ценные экспонаты типа черного марлина или рыбы-меч, остальная мелочь продается за сущие копейки и для местных является повседневной едой. Да что там, при желании во время отлива ее тут можно просто руками собирать. Чего не скажешь про мясо. Когда у кого-то из моих детей день рождения, я иду в кафе или на рынок, покупаю полкилограмма курицы и дарю имениннику. Килограмм курицы или говядины здесь стоит $3-4, что для местных, как вы понимаете, достаточно дорого. А вот туристы только радуются как местным ценам, так и местным достопримечательностям. Ведь здесь есть не только пляжи и лазурный океан. Иногда кажется, что богатые и знаменитые должны уже такими и рождаться. Но на самом деле это абсолютно никак не связано. Вот такая простая улица здесь, на Занзибаре. Здесь такие же провода везде, видите, мороженое стоит. И вот здесь, вот в этом доме, вот на 2-м этаже родился Фредди Меркьюри. Ну, тогда никто не знал, что это Фредди, просто мальчик. Вот и все. И кто знает, как бы сложилась его жизнь, останься здесь его семья. Может, он так и жил бы в этой квартире, а, возможно, тоже стал бы успешным. В таком случае он наверняка переехал бы в дом. Ведь зажиточные люди на Занзибаре предпочитают именно большие виллы с хозяйством. Об этом я узнала, когда пришла в гости к одним из них. Дом у нас где-то 500 квадратных метров. Живем тут я с женой, мой брат и еще 2 наших дяди с семьями. Ребята, которые меня встретили, это 2 брата, Туфик и Али. Они оба работают в юридической компании своего дяди, с которым, собственно, и живут в этом доме. Так, ну показывайте, то есть это столовая, да? Вы тут что, обедаете все? Да, у нас есть домохозяйка, она нам готовит. А что, как правило, вот у вас на обед, например, она вам готовит? Чаще всего это мясо кроликов. Мы их здесь сами выращиваем на заднем дворе. Это потому, что все привозное мясо с рынков не всегда качественное. Чтобы быть уверенным, лучше делать свое. А посуду моете вы за собой или домработница моет у вас? Конечно, домработница. Я даже не знаю, где мойка. Ну а где ваша кухня, хоть вы знаете, находится? Ну, это само собой. Пойдем посмотрим. Такой дом на Занзибаре будет стоить баснословных по местным меркам денег. То есть десятки тысяч $. Купить себе такой, сделать ремонт и обставить техникой, что самое главное, могут только очень успешные люди. Я вот смотрю, у вас и плита, и холодильник. Но скажите, то есть техника, это вы заказываете БУ или это новая?
Это бывшее в употреблении, но еще в хорошем состоянии. БУ, да потому что новую мне сказали нельзя здесь заказать, никак, даже чтобы к тебе она приехала. Нет, можно и новую, но банальный холодильник тебе обойдется в цену автомобиля. А такой, как у нас, БУ стоит $500. Ой, ну что, вся эта бытовуха, так сказать, меня уже, честно говоря, утомила. Пора бы поговорить о делах сердечных. А вот скажи, вот ты же вот еще не женат, ты вот младшенький, да? А вот когда у тебя появится невеста, если скажет тебе, семья скажет, что нет, нам она не нравится, ты на ней не женишься? А брат говорит, нет, говорит. На самом деле брат прав. Семья важнее всего. Если им не понравится, значит, буду искать другую. Вот так. А скажи, мне еще очень интересно, а как на Занзибаре вот мужчина ухаживает за женщиной, когда она ему понравится? Но если хочешь пригласить девушку на свидание, то она обязательно должна быть с братом или сестрой. Ходить только вдвоем с незнакомой женщиной, как у вас, нельзя ни в коем случае. Попасть в такую семью любой местной девушке будет довольно сложно. Просто чувствовать себя принцессой недостаточно. Нужно соответствовать серьезным требованиям, таким как хорошее воспитание и образование, желательно высшее. А это очень большая редкость для жителей Занзибара, хотя университет здесь есть. Университет Занзибара дает достаточно хорошее образование. К нам идут учиться не только местные, но и иностранцы. Однако оно и не бесплатное. Один семестр будет стоить 600 тысяч танзанийских шиллингов. Чтобы поступить в местный вуз, надо сдать 3 вступительных экзамена, а после этого учиться 3 года. И учиться здесь придется самостоятельно. Когда вы учились в университете, вы списывали? Ну, признайтесь, вас ловили за это? И если да, то скажите спасибо, что это было не на Занзибаре. Иначе вам все капут. Если студент попадается на списывание, то его мгновенно исключают из университета. А если он захочет все-таки получить высшее образование, то придется поступать заново и не раньше, чем через 3 года после исключения. Неожиданным для меня оказалось то, что самая популярная специальность для абитуриентов на Занзибаре – это педагог. И дело не столько в зарплате. У обычного школьного учителя она $150 в месяц. Дело в востребованности. Если ты получишь специальность преподавателя, то гарантированно получишь и работу. Учителей у нас не хватает всегда. Поэтому даже если студент-педагог закончил вуз не очень-то хорошо, он все равно будет трудоустроен. Главное, что образование есть. А вот гарантирует ли трудоустройство безбедное существование и счастливую пенсию? Этот вопрос я решила задать пенсионеру, к которому уже пришла в гости. Так, ну, вот тут вот деревня, в которой живет наш пенсионер. Вот этот дом. О, слушайте, это хороший дом, хочу вам сказать. Посмотрите, видите, тут есть лежак, где можно лежать. Видите, вот тут вот нет. Значит, этот дом лучше. Как интересно. Ага, тут есть мопед. Видишь, тут заезд для мопеда. Тут надо еще как-то зайти. Господи. Так, что ж такое это? Как всегда. Пока я искала хаджи, пенсионера, к которому пришла, случайно наткнулась на его дочерей и маленького внука, которому, не поверите, 8 дней и делали макияж. Привет. Ой, а зачем вы красите младенцу брови? Ну, потому что своих у него еще нет, а без них некрасиво. Ничего себе. Вот это да. И вы каждый день так брови красите ему, да? Ну да, пока свои не вырастут. А потом уже появятся брови, да? И спит, боже, телевизор работает, ну красота, вот это жизнь, я понимаю. Оставив салон красоты для младенцев, я пошла в соседнюю комнату, где меня ждал хаджи. На пенсию он вышел 2 года назад, когда ему исполнилось 60. А до этого всю жизнь работал школьным учителем. А хорошая пенсия у учителей здесь, на Занзибаре? Да нет, не очень. Не очень. Ну, вам хватает? На что вам ее хватает? Честно говоря, ее не хватает ни на что. Поэтому я продолжаю работать. Шью одежду.
Хаджи после 40 с лишним лет работы в школе получает пенсию $40 в месяц. Если же человек не работал нигде или работал, но неофициально, как большинство местных, то он будет получать пенсию с 70 лет и всего $8 в месяц. Ну а чем вы занимаетесь помимо работы? То есть вот вы сидите в кресле и что еще делаете? Часто встречаемся с друзьями, рассуждаем, какой могла бы получиться наша жизнь, если бы все было иначе. Жалуетесь на жизнь? Если честно, только этим и занимаемся. Что вас не устраивает? Все, пенсия, медицина, отдых, точнее, его отсутствие. А вы когда-нибудь за свою жизнь отдыхали где-нибудь? Никуда дальше этой деревни не уезжал. Никогда никуда не ездили? А куда бы вы хотели поехать? Всю жизнь хотел бы увидеть хотя бы столицу своей страны, Танзании. А вы мечтали когда-нибудь о чем-нибудь? Конечно. О все тех же путешествиях. Я всю жизнь рассказывал детям о Токио и Нью-Йорке, о Галапагосских островах и мысе Доброй Надежды. Я мечтал хотя бы раз вживую увидеть хоть что-то из этого. Для того, чтобы быть счастливым, как вы думаете, что нужно человеку? Чего не хватает для счастья? Мой ответ простой. Денег. Те, кто говорит, что не в деньгах счастье, они просто имеют их в достатке. Ведь если есть деньги, то ты сытый, ты одетый, и ты можешь пойти к доктору. Если же денег больше, то в конце концов ты можешь увидеть мир. А когда их нет, вокруг может быть рай, но в этом раю ты будешь страдать от голода. Быть похороненным на Занзибаре – это значит остаться рядом со своим домом и своими близкими. Но это опять же в первую очередь из-за дефицита денег. Вся моя семья похоронена просто возле моего дома. Ведь это и удобно, и бесплатно. Мы платим только за церемонию около 400 тысяч шиллингов. И даже памятники делаем сами. Покупаем цемент и делаем. Муниципального же кладбища у нас в деревне просто нет. Да там бы все равно никто никого не хоронил. Ведь это опять же стоит денег. Если помните, в начале выпуска я читала рекламные буклеты про Лазурное море, про вечное тепло и, конечно, про Акуна Матата, то есть жизнь без проблем. Так вот, сейчас я уверена, что тех самых проблем у занзибарцев куда больше, чем у каждого из нас. Но еще уверена в том, что они прекрасно с ними справляются и, вопреки всему, находят, как радоваться жизни. Со стороны кажется, что жизнь на Занзибаре очень отличается от нашей. Они отдают своих детей на усыновление из-за того, что не могут их прокормить. Они не могут купить себе новую технику, даже если у них есть деньги. Их дети в детском саду танцуют под хип-хоп. Но на самом деле они такие же, как и мы. Они рождаются, влюбляются, женятся, празднуют дни рождения, дарят подарки, улыбаются. Но самое главное то, что уже сейчас они понимают, что для того, чтобы быть развитыми и современными, им не хватает Качественного образования, Доступной работы, денег, возможностей. желания развиваться, инвестиций. А я уверен, что у нас уже есть все. И через 10-15 лет у нас все получится. Но чего бы нам не хватало, какие бы проблемы ни стояли на нашем жизненном пути, главное, что жизнь продолжается.
Или, как говорил один знаменитый занзибарец, шоу must go on.